И всем привет! Я вернулась в Россию после долгого, так сказать, отпуска. На самом деле я просто работала по проекту в Дубае полгода. Я вернулась и готова возобновить канал, делать больше рисуночков, готова иногда делать уроки, если вам будет интересно. Но сейчас я решила вам показать этот знаменитый материал Паталь. Я знаю, что не все знают, что такое Паталь, поэтому я решила вам помозолить глаза именно такими видео. Надеюсь, вы запомните, что это за материал, и, возможно, будете использовать его в своих работах. В общем-то, я просто сделала ламповые такие видео, надеюсь, они ламповые. В общем, мне просто нравится шуршание, поэтому никакой музыки, просто шур-шур-шур. Так что давайте, go смотреть. Вообще, на самом деле, у меня уже есть такое видео про Паталь, там рассказываю уже более основательно про материалы, которые нужны будут в работе с этим материалом, поэтому забегайте, я постараюсь оставить вот там наверху подсказочку. А еще у меня есть для вас такая новость, которую я хранила в себе около 3 месяцев, и это новость о том, что скоро мы переезжаем, на данный момент у нас идет ремонт в нашей квартире, и я реально хранила это очень долго и не могла решиться рассказать вам вот эту новость. Не знаю, для меня это волнительно, и, короче, я буду с вами пытаться делиться новостями, там, ремонтом, как все происходит, ожидания, реальности, как там работать с дизайнерами, в общем, всякая такая ерунда, а сейчас давайте все-таки будем наслаждаться блеском, шуршанием кисточки, переливами и, просто давайте расслабимся. Я надеюсь, вам шуршание понравилось. Теперь я все-таки хочу показать, какие материалы я использовала еще раз. И посмотрим опять процесс самого нанесения клея, растирания. Так что вот так. На самом деле все очень зависит от того, как вы нанесете клей, потому что чем ровнее будет поверхность, тем будет легче это делать. Я использую клей на акварельной бумаге, поэтому иногда не совсем ровные края получаются. Это потому что бумага зачастую очень фактурная. Именно поэтому я очень часто наношу клей вторым слоем, если вижу, так сказать, на наклоне, когда наклоняешь листик, видно, как клей блестит. И когда я вижу, что не везде клей попал, не везде он высох так, как надо, то я прохожусь еще один раз по тому же месту. И если же вы увидели неровности уже в конце работы, то есть уже когда стерли лишнюю Паталь, и какие-то есть недочеты, то вы просто можете опять же нанести клей и просто-напросто опять подождать и опять нанести Паталь. Вот и все, не очень сложно исправлять ошибки. А если вы ленивый человечек, то можете наносить клей просто более плотным слоем, чем обычно. Вот и все. Это, может быть, облегчит вам работу. Паталью я работаю не так давно, начала где-то около полугода назад. Я использовала ее конкретно для стекла, то есть мне нужно было, необходимо, я бы сказала, приклеить именно Паталь на стекло. И была такая проблема, что стекло отталкивало именно клей, то есть клей просто не наносился и скомкивался в одну лужицу какую-то кривую. Вот, и для того, чтобы исправить эту проблему, я просто-напросто на это место наносила акрил. Вот и все. Это вдруг вы будете рисовать когда-нибудь на стекле, и вам пригодится знание работы с Паталью. И именно на стекле. И, кстати, хочу заметить, что не обязательно наносить акрил каким-то очень плотным слоем. Достаточно его сделать более прозрачным, и этого уже будет достаточно, потому что фактура уже будет шершавенькая такая, и клей сможет на нее прилепиться.
Еще хотелось бы сказать, что я не совсем правильно работаю по талию, потому что обычно есть всякие штучки, подкладочки для того, чтобы разрезать по таль на нужные вам фрагменты, кусочки. Например, есть какие-то мягкие подстилочки, есть какие-то специальные каменные ножички, если не ошибаюсь, и есть очень плоские, широкие кисти для того, чтобы переносить листики по талии. Но так как я работаю сейчас с маленькими фрагментами, просто в рисунках маленькие фрагменты имеются, то не обязательно мне так уж прям мелочиться, покупать все эти продукты, ножички, потому что все равно дорогое все. Вот, поэтому я просто беру все руками, потому что ничего не прилипает на самом деле к рукам. Главное, чтобы они были чистыми. Надеюсь, видео вам было хоть как-то полезно, интересно, познавательно, ну вообще хоть как-нибудь. Может быть, вам понравилась атмосфера или что-нибудь такое. В общем, я просто надеюсь на вашу поддержку, на ваши лайки, комментарии. Ставьте колокольчик, тыкайте на него 2 раза, и тогда вы точно будете получать уведомления о моих новых видео. И я постараюсь выкладывать их почаще и именно более творческие, направленные именно на рисование и, скорее всего, на обучение. Это уже будет зависеть от вас. Ну и, конечно, от меня, захочу ли я нести обучающий контент именно в Инстаграме, точнее в Ютубе. Вот так вот.